Привет, друзья! Я Саша Демьяненко, и сегодня расскажу вам, как готовить вкуснейшую индейку с апельсиновым маринадом, с апельсиновой цедрой, травки-муравки там. Это все очень вкусно, очень нежно, и получится у всех 100%, если будете следовать всем советам, инструкциям. В общем, все достаточно просто. Вообще, на основном кулинарном канале есть очень хороший, проверенный рецепт индейки, запеченные в духовке, со всеми тонкостями, деталями. Посмотрите и это видео, точнее то видео, тоже обязательно ссылочку на него оставлю здесь в описании. Следите за руками. Поехали! Нам нужна апельсиновая цедра, побольше. Срезаю овощечисткой тонкий вот этот вот оранжевый слой. Сразу в какую-нибудь большую чашу, миску, таз, в котором будете индейку мариновать. Так, чтобы Нам нужна апельсиновая цедра, побольше. Срезаю овощечисткой тонкий вот этот вот оранжевый слой. Сразу в какую-нибудь большую чашу, миску, таз, в котором будете индейку мариновать. Так, чтобы она вместилась куда-нибудь в какое-нибудь прохладное место. В идеале в холодильник. Срезав цедру, выжимаем из апельсинов сок и его туда же к цедре, прям вместе с мякотью. Добавляем достаточно крупно порезанный лук и половинки зубчиков чеснока, предварительно удалив из них сердцевинку. Травки-муравки, помните, да? Идеально с апельсинами будет сочетаться шалфей. Рвем листья и стебли тоже туда же бросаем в маринад. Тимьян всегда идеально сочетается с запеченной птицей. Тоже вот так вот рвем листики, веточки и немного розмарина. Щипаем иголочки и саму веточку тоже туда. Добавляем немного бальзамического уксуса, можно добавить вустерский соус. Я иногда делаю так, иногда сяк, в зависимости от того, что там у меня есть на полке. Ну и все остальное доливаем уже водой так, чтобы туда индейка, ну по крайней мере наполовину была погружена. Теперь индейка. У меня такая большая 8-килограммовая, даже 8,5-килограммовая тушка. Уже потрошенная, все эти внутренности там внутри. Она на самом деле даже уже промаслена и немного приправлена. Но лишний раз все то же самое сделать не помешает, чтобы птица получилась прям невероятно вкусной. В общем, берем индейку и в таз ее со всем этим маринадом. Видите, она погружается у меня наполовину, поэтому в процессе маринования я несколько раз ее туда-сюда переверну и скупаю в маринаде по полной. Но, само собой, самое главное, чтобы хорошо промариновалась грудка, бедрышки, поэтому большую часть времени пусть она у вас лежит вот туда вот. Грудками вниз, в маринад. Пусть купается, пропитывается. Запечатываю свой тазик пленкой и убираю в холодильник. В идеале оставить на ночь, часов на 12. Я оставляю вообще почти на сутки в холодильнике. Напомню, в процессе побарахтайте там индейку, чтобы она искупалась хорошенько. Прошло время, индейка замариновалась, пора ее запекать. Первым делом приготовлю подушку из овощей, которая впоследствии станет гарниром, а также основой для вкуснейшего соуса. Традиционно для этой подушки гарнира впоследствии я использую сельдерей. Нарезаю его такими небольшими сегментами. Морковь очищаю, соответственно, мою и тоже нарезаю примерно тем же размером, что и сельдерей. Застилаю форму для запекания индейки или противень фольгой, чтобы потом все не тереть, не отмывать, так удобнее. Сбрызгиваю небольшим количеством растительного масла и туда порезанные овощи, морковь и сельдерей. Добавляю достаточно крупно порезанный такими сегментами лук, распределяя его по форме, и чеснок, также зубчики, порезанные пополам, с удаленной сердцевинкой. Тоже размещаем их вот так вот по всей форме. Ну, конечно, травки-муравки, куда же без этого. Тимьян. Рвем листики, тонкую нежную часть веточек тоже можно в дело пустить, грубые части веточек не добавляем. И шалфей для большего вкуса, изысканного аромата. Тоже в дело пойдут только листики. Рвем их и распределяем по всей форме. Сверху немного соли, черного молотого перца и совсем слегка сбрызгиваем растительным маслом. Подушка готова. Достаем из холодильника индейку. Аккуратно достаем ее из маринада, давая ему как следует стечь. Дополнительно индейку просушиваем бумажным полотенцем. Хорошенько так. Шею и потроха сразу помещаю к овощам. Они дадут большей сочности соусу,
который, как я сказал, мы будем делать потом из этой основы в том числе. Духовку уже начинайте разогревать до 160 градусов. Как я говорил, индейка у меня уже промаслена, но, как мне кажется, недостаточно. Чтобы она получилась по-настоящему сочной, нежной, вкусной, я ее умаслю дополнительно. Первым делом необходимо сделать это под кожей. Для этого нужно кожу аккуратно, очень-очень нежно, чтобы не порвать, от самой тушки отсоединить. Прям вот так вот запускаем туда пальчики, по чуть-чуть, не торопясь, нежно, осторожно и немного отсоединяем кожу. Без каких-то острых предметов на руках, без каких-то длинных острых ногтей, чтобы не порвать кожу индейки. Беру кусочек размягченного сливочного масла, добавляю крупной соли и апельсиновую цедру. Снимаем на мелкой терке вот эту вот оранжевую верхнюю часть. И вот этой вот смесью хорошенько умасливаем индейку под кожей. Под кожей и внутри тушки тоже все хорошенько смазываем вот этой апельсиново-масляной соленой смесью. Нежно все делаем, не торопимся, чтобы опять же не порвать индюшачью кожу, чтобы все в результате получилось не только вкусно, но и красиво. Промазав вот так вот индейку под кожей и внутри, добавляем в нее, вот туда вот вовнутрь в индейку, порезанный на дольки апельсин, который у нас уже без цедры. Предварительно из каждой дольки вот туда же в индейку выжимаем, поджимаем немного сока. Добавляем травки-муравки, все те же, прям веточками тимьян, шалфей, также и листики, и веточку розмарина. И туда же несколько зубчиков чеснока. Теперь индейку необходимо сгруппировать, как всегда крылышки за индейку подворачиваем. Можно дополнительно, чтобы она получилась более сгруппированная, ее веревкой подвязать. Подробно, как все это делать, можете посмотреть в основном видео на кулинарном канале, о котором я уже говорил. Сгруппированную, аккуратную, красивую индейку помещаем на решетку над подушкой из овощей. И теперь еще дополнительно ее умаслим, чтобы уж совсем нежнейшее, красивейшее и вкуснейшее получилось. Берем также размягченное сливочное масло, в этот раз добавляем просто соль, хорошенько перемешиваем и сверху вот так вот нежно массируя, поглаживая, умасливаем индейку. Прям масло можете не жалеть, оно в любом случае не пропадет, посмотрите, у нас все пойдет в результате в дело. Умасленную индейку закрываем сверху фольгой, создавая вот такой вот купол. Мне для моей большой индейки потребовалось 2 листа. И вот эту вот всю красоту ставим в духовку. Под фольгой индейка будет запекаться 2 часа на температуре 160 градусов. Поставьте таймер. После этого достаем индейку из духовки, фольгу снимаем, смазываем индейку сверху вот всем, что из нее там повытекало, ну то есть маслом, прям вот хорошенько. И дальше индейка будет запекаться уже с термометром внутри. Это очень важно для того, чтобы птица получилась по-настоящему сочной, вкусной, не пересушенной, но при этом проготовленной. Важно контролировать температуру, поэтому термометр я очень рекомендую в этом деле использовать. Втыкаю его в толстую часть бедра, но до кости не дохожу. Устанавливаю температуру на 75 градусов и вместе с этим щупом ставлю индейку в духовку. Сам термометр, электронное устройство, остается само собой снаружи и будет сигнализировать мне, когда температура дойдет до нужной. В процессе несколько раз достаньте индейку и промаслите ее тем, что из нее вытекает. Обычно используют еще вот такую вот грушу, которой удобно собирать жидкость из формы. Я пользуюсь просто кисточкой. Так вот собираю все это, вот соус, масло из формы и сверху наношу на индейку. В общей сложности моя большая индейка провела в духовке, загорая часов 5. Но опять же, я очень рекомендую ориентироваться не по времени, а все-таки по температуре. Так гарантии, что вы получите более сочную, нежную, вкусную, правильно проготовленную птицу гораздо больше. В результате, в идеале, у вас получится вот такая красивая, румяная, аппетитная, золотистая, невероятно вкусная и ароматная индейка. Но после духовки ни в коем случае сразу ее не нарезайте. Дайте ей немного отдохнуть, дайте соком там хорошенько распределиться.
Тем временем можно приготовить соус. Из формы извлекаем весь гарнир, овощи, морковь, сельдерей, лук. Все лишнее, потроха, шея в гарнир у нас само собой не идет. Сразу гарнир можно поместить в какую-нибудь красивую форму. Когда вытащите из формы все овощи, аккуратно приподнимите индейку, чтобы вся жидкость, которая находится сейчас внутри, вытекла в форму. И вот все это, имеющееся в форме, всю жидкость переливаю в отдельную миску, чашу, пропуская дополнительно через сито. И потом переливаю в какую-нибудь прозрачную емкость, банку, мерный стакан, чтобы видеть, как будет отслаиваться жир. И вот этот вот жир, масло сверху нам нужно будет аккуратно снять. Можно аккуратно слить, можно поместить в холодильник, оно немножко подмерзнет, его можно будет снять ложкой. А можно вот так вот легко вычерпать. Жир или масло ни в коем случае не выкидываем. Это вкуснейшее, пропитанное травками, муравками, всеми этими ароматами, самой индейкой, вкуснейшее масло, которое можно использовать для жарки. Овощей, картофеля на таком масле все получится очень-очень вкусно. Закрываем его в банке и убираем в холодильник. Используем по мере необходимости. Хранится такое масло очень долго, особенно если вы действительно аккуратно все снимете, чтобы кроме масла в банке ничего другого не было. Оставшуюся жидкость с небольшим количеством жира переливаем в сотейник и ставим на огонь. Добавляем немного бальзамического уксуса или вустерского соуса. Доводим до кипения и на среднем огне немного увариваем, буквально на четверть, максимум на треть. Затем добавляем сливки, хорошенько все смешиваем и продолжаем уваривать до совсем легкого загустения. Если вдруг это долго не происходит, можете добавить немного кукурузного крахмала, разведенного в совсем небольшом количестве холодной воды. Учитывайте, что при остывании этот соус дополнительно загустеет, особенно если вы добавили все-таки крахмал. Ну и все, у нас готов гарнир, готов соус, и индейка ждет, когда мы наконец-то отрежем вкусный, сочный, нежный кусочек. Я обычно всегда начинаю с грудки, потому что бедрышки и ножки, они долго остаются еще нежными и сочными, а грудка вот хороша как раз вот в этом свежеиспеченном виде. Это очень вкусно. На тарелке немного гарнира, кусочек индейки, сверху обязательно вкуснейший соус. Если он у вас остыл, можно дополнительно его подогреть. Ну и можно овощи немного посыпать свежими листиками тимьяна. Это невероятно вкусно. Что же дальше делать с индейкой, если вы сразу ее вот сегодня за столом не съели? Индейку можно разделать на части и в результате не только кусочками ее есть, но и добавлять в разные блюда, готовить с ней пасту, пиццу, яичницу, что там еще... Все что угодно, сэндвичи в конце концов с индейкой делать, это тоже очень вкусно. В общем, все, что осталось от индейки, от тушки, я разделяю на части, отдельно вырезаю грудки, прям вместе с кожей, отдельно срезаю голяшки, они получаются драмстик, это называется барабанные палочки здесь. Бедрышки тоже срезаю, крылья. На каких-то частях, где кожица красивая, золотистая, аппетитная, я эту кожицу оставляю. А с каких-то, где она осталась жирная, я ее убираю, само собой. Ну и кости, соответственно, в тех же голяшках я оставляю. Грудка у меня без костей, а из бедрышек косточки тоже вынимаю. Но кости я не выбрасываю. Помните, в одном из влогов, из зимних влогов, я говорил, что из костей большой запеченной птицы я готовлю бульон. Так вот, и кости из индейки я тоже использую для вкусного наваристого бульона. Если птицу вы запекли до правильной температуры, у вас кости остаются розовые, еще полные сил, вкуса, аромата, и из них можно сварить вкусный наваристый бульон. Поэтому все кости, которые я отделяю вместе с шеей, вместе с хребтом, я складываю либо сразу в кастрюлю, где буду варить бульон, либо просто упаковываю в какой-нибудь пакет с зип-молнией, в контейнер складываю и убираю в морозилку до лучших дней, когда мне понадобится бульон для какого-то вкусного наваристого супа. Все мелкие кусочки мяса я тоже складываю в отдельный контейнер и использую их опять же для приготовления пасты, яичницы, для сэндвичей. В результате у меня получаются крупные кусочки с аппетитной золотистой кожицей, которая всегда может стать снова хрустящей, если вы поместите ее в духовку на режим конвекции, ненадолго, чтобы не пересушить мясо, но немного укрепить и сделать более хрустящей кожицу. Крупные аппетитные кусочки, которые хорошо есть самостоятельно, с тем самым гарниром,
которого тоже остается достаточно много, и соусом, который тоже переливается в банку и тоже достаточно долго может храниться в холодильнике. Ну, по крайней мере, на то время, пока вы будете поедать, наслаждаясь эту самую индейку. Мелкие кусочки, которые можно добавлять в супы, салаты, сэндвичи, пасту, уже сказал. И кости, которые я использую для наваристого бульона. Кроме этого, масло, как видите, все пошло в дело, и из такой большой птицы у нас прям большой запас в холодильнике. Если собираетесь съесть это все в ближайшее время, ну я имею в виду мясо, храните просто в холодильнике. Если боитесь, что не справитесь, можете убрать в морозилку, потом также достать, и у вас уже готовая запеченная ароматная вкусная птица, которую останется только разморозить и разогреть, и использовать дальше уже по назначению. Список всех ингредиентов, как всегда, вас ждет в описании под видео. Я жду под видео ваши лайки. С вами был Саша. Cooking Time, все в сад. Не так важно, все смешалось. Главное, чтобы было вкусно. Пока-пока.